В 2013 году Казахстан потрясло жестокое убийство. Три девочки 10-11 лет бесчеловечно расправились с девятилетней школьницей. Причиной такой драмы стала кукла. Аня Ткаченко была настоящей маминой радостью. В апреле 2013 года ей исполнилось 9 лет. Тихая, послушная, ответственная не по годам, хорошо училась. Только вот отношения с ровесниками никак не складывались, слишком застенчивая девочка никак не могла найти близких людей. Самой большой мечтой ее было обзавестись, наконец, подругами. И вот, 2 июня 2013 года она неожиданно пошла гулять с подружками. Мама тогда еще обрадовалась, что у дочки наконец-то начали устанавливаться социальные связи. Конечно, ее без разговоров отпустили на прогулку, договорившись, что она придет к обеду. Но в назначенное время девочка не вернулась. Обеспокоенная мама вышла на улицу и осмотрела все окрестные дворы и детские площадки. Дочки нигде не было. Она опросила ребят, игравших неподалеку, но Аню никто не видел. Испуганная мать обратилась в полицию. Ребенка тут же начали искать. Волонтеры прочесывали улицы всю ночь, а утром нашли они на тело, девочку убили. По подозрению в убийстве были задержаны 3 школьницы, с которыми девочка ушла. Изначально все трое отрицали свою причастность, говорили, что устроили пикник, с которого Аня ушла первой. Но когда их развели по разным комнатам и начали допрашивать отдельно, девочки быстро запутались в показаниях и рассказали правду. Хотя, конечно, очень относительную. Каждая доказывала свою версию. Удивительным образом, рассказывая об убийстве, все они представляли себя свидетелем, а не участником произошедшего. Саша предлагала закопать ее заживо, но Кристине это не понравилось. Вместо этого она сняла с себя свитер, надела на Анину шею, протянула один рукав Саше, другой оставила себе, и вдвоем они потянули ее к воде. Затем Кристина ее избила, рвала волосы и била по почкам. Саша сказала, что принесет острое стекло, но смогла найти только иголку от дерева и дала ее Кристине. Рассказывала о том, как проходили издевательства над Аней 11-летняя Каролина Циммерман. А вот 11-летняя Кристина Евдокимова сказала, во всем виновата 10-летняя Александра Челлер. Именно ей, по словам подруги, пришла в голову идея утопить девочку. Она психанула и так сказала, рассказывала она. Мы не думали, что она правду говорит. А Аня отвечает, не топите меня, я жить хочу. Мы сказали, что никто ей ничего не сделает, и пошли оттуда, но Саша прыгнула на нее 2 ногами, потом потрогала пульс и говорит, все, она уже сдохла. Как выяснилось позже, эти 3 подруги травили Аню целый год. Однажды свидетельницей очередной драки стала соседка. Они ее как-то в парке отпинали, рассказывала она потом следствию. Я подошла тогда, спросила, зачем ругаетесь? А эта Каролина, которая Аню потом душила, ответила, что они уже помирились и больше не будут ругаться. Эти девочки, они постоянно Аню обижали. Говорили, что она их бесит, она им не нравится, что липучка какая-то. А Аня очень хорошая была. Смерть 9-летней девочки наступила от утопления. Когда малолетних убийц спрашивали, что стало причиной такой жестокости, они заявили, что ссора произошла из-за куклы. Якобы Аня отняла игрушку у Саши Челлер, и это вызвало гнев других девочек, решивших наказать второклассницу. Когда эта история попала в СМИ, в Караганде начались массовые протесты. Местные жители настаивали на том, чтобы выселить семьи убийц из города и даже из страны. Родителей малолетних маньячек не пускали в транспорт, отказывались обслуживать в магазинах. Однако, ни одна семья не покинула город. Мать Кристины, Елена Евдокимова, в суде попросила прощения за дочь, хотела бы попросить извинения. Конечно, его никто не примет. Но хотя бы мне самой на сердце станет легче. Извините, пожалуйста, за мою дочь. Я никогда бы ее не послала на такое. Мать погибшей Ани Ткаченко потребовала денежную компенсацию. Сумму морального ущерба надо определить такой крупной, чтобы убийцы, даже после того, как вырастут и пойдут работать, выплачивали ее всю жизнь, раз их нельзя отправить в тюрьму по нашим законам.
Суд предписал родителям пятиклассниц выплатить штраф в размере 34 тысячи тенге и компенсацию в 1 миллион тенге семье Ани Ткаченко. Впрочем, выплатили указанную сумму только родители Кристины, продавшие для этого машину. Остальные предоставили документы об отсутствии доходов. Разумеется, учитывая возраст убийц, в тюрьму их никто не отправил. Всех троих с небольшой разницей во времени отослали в специальное учреждение для детей с проблемами в поведении на 1 год. Теперь, что известно про Кристину, Каролину и Александру? Лучше всех скрывается Каролина Циммерман. Но есть информация, что она учится на педагога в Костанае. Не скрывается Кристина Евдокимова. Судя по профилю в соцсетях, она уже замужем и, вероятно, родила ребенка. Не нужно подарков, денег, цветов. Лишь бы ребенок был жив и здоров, написано на ее странице. Не скрывалась и Александра Челлер, лишь сменив фамилию в социальных сетях. Она постила глупые селфи и писала «Я супер клевая». Но последняя запись на ее странице была сделана в июле 2015 года. Что происходит с ней сейчас, неизвестно. Иногда комментаторы догадываются, кто перед ними, и оставляют жесткие высказывания. Например, когда Челлер пожаловалась, что рассталась со своим парнем, то пользователи ее спросили, может он бросил тебя, потому что ты убийца. Интересно, но Александра даже не попыталась удалить комментарий. Мужа Кристины тоже поспешили проинформировать, кто его жена. Но друзья, родственники и знакомые защищают девочек. В общем и целом, виновницы смерти Анны Ткаченко выглядят на фото вполне довольными жизнью. Эта история создает двоякое впечатление, но однозначно вызывает отвращение. Можно ли простить детям убийство другого ребенка? В суде девочки выглядели спокойно и монотонно давали показания. Возникает вопрос, они вообще поняли, что отобрали жизнь у человека?